Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Там в предыдущих видео мне задавали вопрос, когда я подсаживал вот сюда, в этот улей, маточку, которую я приобрел. Маточка Varroa tolerans. И мне там задали вопрос, почему она такая худая, эта матка, и что от нее, что от нее можно вывести и так далее, и так далее. Так вот, я хочу поднять такую тему, какие матки вообще должны быть. Насколько жирные, полные, как говорят, как корова. Вот. И рождается ли сразу матка такой, или она потом со временем такой становится. Так вот, я и сам неоднократно это наблюдал, и с матководами общался. Показатель, что очень толстая, крупная матка, это еще не значит, что она хорошо будет работать. То есть этот показатель, да, как бы чем крупнее матка, тем лучше, но не всегда этот фактор срабатывает. Вот, поэтому я никогда на это не ориентируюсь. Я ориентируюсь совсем на другие показатели. Ну, то, что эта матка чистопородная, то, что там чистый и трутень, и чистая линия по матери, и выводилась, ее мама выводилась в Германии и зарегистрирована в системе селекции Бибрид. Вот это для меня самое важное. А крупной она потом станет. И я сейчас хочу это продемонстрировать. И продемонстрировать отличие не летных маток от летной, но еще молодой. На следующий год она еще больше будет, эта матка. Но сейчас мы посмотрим. Значит, вот здесь у меня, я в предыдущем видео там показывал, разделил эту семью. Вот тут такой отводочек был. Я его на поллета разделил и дал им по маточке. Маточки тут молодые. Маточки Varroa tolerans от моих предыдущих прививок. Сейчас мы их попробуем найти, и ту, и другую. Если они, правда, не летают, потому что погода такая летная, они могут и летать. Вот. Им надо будет облетываться. Вот, но попробуем сейчас найти. Сейчас попробуем найти. Пчел тут не так много, чтобы мы их не нашли. Вот. Ну и посмотрим. Нам самое интересное. Я для себя-то выводы уже давно сделал, но если люди пишут такие комментарии, то, конечно, желательно это просто показать, и тогда оно более наглядно становится. Ну вот я нашел маточку, но, кстати, у нее я уже вижу шлейф. Я уже у нее вижу шлейф, и она уже, сейчас я разверну, она перешла на ту сторону. И она уже, я так понял, что уже и облеталась. Так, где-то здесь она ходит. А ну еще. Смотрим, ну. Прячется, конечно, маточка. Прячется. Вот она опять. Вот какие ее размеры. Но это я говорю, она уже ну, по крайней мере, раз уже на облете, минимум раз уже была. И вот она вот таких размеров. Так, хорошо, все. Сейчас посмотрим еще во втором улье. Теперь попробуем еще в этом улье найти. Это я рассказывал, что я делил тут эту семью на поллета. И для того, чтобы дать сюда молодых маточек, вот я две сюда дал молодые маточки, одну показал. Сейчас еще одну попробуем посмотреть. Ну, то есть маточкам этим уже где-то неделю от роду, может даже чуть больше. Ну, будем считать неделю. Вот она, вторая маточка. Вот она пошла туда, на ту сторону. Вот смотрим. С этой стороны где она. Вот она ходит. Вот. Видно? Да. Вот таких размеров. То есть, ну, а это неделю уже. Она была намного меньше. Когда родилась, она была намного меньше. Сейчас это ее уже немножко откормили. Она уже окрепла. Она уже начинает летать на облеты. И уже вот та уже спарилась. Да и это я уже смотрю, что уже такая, что возможно даже и это уже начало процесс спаривания. Потому что на спаривание они не раз вылетают. Они вылетают несколько раз на ознакомительный облет. Пока посмотрят территорию, ознакомятся, посмотрят, где ее улей, запомнят. А потом только матка начинает вылетать на облеты. И спаривается не с одним, а там, ну не знаю, по разным источникам, там, ну, несколько, скажем так, труднее она спаривается, не с одним. Ну вот все, да, и покажу еще теперь ту матку, которая
которая варотолеранс, я подсаживал таким экстремальным способом. Сейчас мы ее попробуем найти. И почему я хочу это сделать? Для того, чтобы теперь показать, насколько, какая она тогда была, эта маточка, и какая она сейчас стала. Что ее говорили, что, ну тут, наверное, ее бесполезно на крайних рамках искать. Она там где-то в центре. Вот. Но я имею в виду, что насколько она стала больше. Вот. И причины тому, что маточка худая приходит к тому пчеловоду, который приобретает маточку. Во-первых, она перестает нормально питаться, она получает там в клеточке, ну это как человека закрыть куда-то там в клетку посадить, и в первое время в шоке. Точно так же и маточка. Вот, она получает стресс, она перестает нормально питаться. Вот, яйца ей откладывать некуда, она вырвана со своей нормальной среды. Вот, поэтому, конечно, она худает, вот, она в стрессовом состоянии, и потом уже в улье она попадает в свое нормальное состояние, пчелки начинают ее кормить, она начинает откладывать яйца, и вот тогда уже можно говорить о размерах этой матки. То есть там она худая, не худая, маленькая, большая. Вот. Это я пытаюсь ответить, потому что мне там вопрос задали, но как бы в двух словах об этом не расскажешь. А это желательно рассказать, а еще и показать. Вот поэтому я сейчас ее попытаюсь вам показать, какого она размера. Вот я нашел маточку. Вот теперь можно посмотреть на ее размеры. Вот теперь какие размеры ее стали через 2 недели. Насколько она уже откормилась. Вот. Начала сеять, и уже появился даже закрытый расплод от нее. Вот такая маточка. Ну, то, что я говорил, постоянно тянут вот такие мисочки, которые, конечно, надо срывать, и не дай бог там появится яйцо. Это пчелы, конечно, еще не ее. И такие мисочки, они могут тянуть до того, пока не сменится, вот она маточка, пока не сменится пчела. Когда уже будет ее пчела, выйдет, тогда она уже ее будет охранять. А пока этот процесс надо контролировать. Ну, вот все. Если осветил эту тему, вот пишите комментарии, кто что думает по этому поводу, каких размеров должна быть матка, каких размеров матка в клеточке, при пересылке, при получении и так далее. Подписывайтесь на канал. Пока.